Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Начинаю свой новый вязовлог и хочу начать его с новой игрушки. Игрушка еще не готова, но хочу показать вам начало процесса, точнее середину процесса. В общем, в прошлом видео я показывала, что начала клеить реснички на игрушке. Но, в общем-то, прошлый вязовлог я закончила и не стала показывать новую игрушку, а покажу вам ее в этом видео. И хочу начать с того, что показать реснички. Вот я покупала на Валберес вот такие вот накладные реснички. Они 15 миллиметров. Я сначала подумала, что это большой размер, но в итоге все-таки эти 15 я и наклеила. Но на всякий случай взяла и 12 миллиметров. Они смотрятся более аккуратно, но, в общем, не дождалась я их. Наклеила те, которые побольше. Так как на фотографии, которую мне прислала заказчица, там тоже были очень большие ресницы у игрушки. Вот, ну, я решила делать так, как на фотографии. И вот моя заготовочка. Та-дам! В общем, наверное, кто не вязал, тот, наверное, и не додумается, что это может быть за игрушка. Здесь у меня еще пока пленочка на глазах, потому что мне нужно будет еще работать с игрушкой. Ну и, в общем, чтобы не поцарапать. В общем, вот такая вот заготовка. Пока она вообще не суразная. И, в общем, просто это какой-то яйцеголовый малыш. Ну, не совсем малыш. Он такой около 20 с чем-то сантиметров. Надеюсь, что будет хорошо видно, так как у меня сейчас вышло солнце и, в общем-то, все засветило. Но если я сейчас закрою штору и оно зайдет, то вообще ничего не будет видно. Ну, в общем, буду снимать так. Я думаю, что общий смысл понятен. В общем, мне нужно связать таких 3 игрушечки. Одну я уже связала, но покажу потом их уже вам все вместе. Одна у меня, так сказать, была пробная. Ну, я как понимаю, ее тоже заберут. Вот. Вот такая заготовка у меня есть, немножко оформленная. И вот так это выглядит. Я думаю, что так выглядит более милее, да, или как сказать, вот по сравнению с такой заготовкой. Если бы мне показали такое чудо, я бы сказала: боже, что это такое, мне такая игрушка точно не нужна. Но тут уже как-то более понятно, что это будет. Или непонятно. Ну вот просто, кто впервые видит такую игрушку, напишите, сразу вы догадались, кто это будет или нет. Можете даже поставить на паузу и написать. Ну и так проверите себя, ну, ваши предположения. Но, возможно, кто-то вязал такую игрушку. Она не совсем как бы новая. Насколько я понимаю, это мастер-класс еще 21 года. Вот. В общем, все ссылочки на мастер-классы и на все остальное будут у меня под видео в описании. Забываю сказать об этом в самом начале. Ну, в общем-то, скажу хотя бы сейчас. Это будет ежик. Да, может быть, сейчас это совсем не похоже на ежик, особенно вот это вот чудо. Здесь уже как-то немножко, ну, что-то похоже. И у этого ежика не хватает только иголочек. И да, и все, только иголочек. И игрушка будет готова. Кто автор и все остальное, я скажу чуть позже, когда уже будет игрушка вся готова. В следующих подключениях. Так, и давайте, наверное, покажу маленькую покупку пряжи. Хотя не совсем понимаю, как это сделать. Наверное, сейчас я поставлю на штатив камеру и покажу. Там есть некоторые интересные моточки. Ну, не такие стандартные, как обычно, поэтому хочу показать. Давно не снимала таких распаковок, но думаю, в этот раз будет немножко интересно. Итак, начну, наверное, вот с такой вот пряжи. Это Ланоса Сингл. Ну, достаточно таки небюджетная пряжа. Ну, вот, допустим, если купить на Wildberries один моток, это дороговато, выходит 367 рублей.
один моток. Если брать два, то будет где-то 330, но будет два одинаковых цвета. Ну, а если так посмотреть на каких-то сайтах, то можно найти и за 260. Вот. Почему говорю? Потому что я два моточка взяла в интернет-магазине, ну, сделала небольшой заказ, а остальные мне пришлось брать на Валбересе уже подороже. Ну, так как из-за двух мотков не хотелось переплачивать за доставку, мне было проще купить на Валберес и заплатить те же деньги, что и за доставку. Вот, только пришло бы оно быстрее. В общем, такая вот пряжа. Из подобной пряжи я вязала собачек. Ну, кто не видел, оставлю вот здесь вот видео. Были собачки с такими пушистыми ушками. Вязать, конечно, из нее сложновато. Но так как я буду вязать именно просто иголки ежику, то это, в принципе, попроще. Вот, первый цвет у меня вот такой серый. Далее вот такой вот коралловый. Не знаю, как с камеры тут. Тут у меня такие вот, видите, засветы. Ну, в общем, это коралловый. Так, давайте покажу здесь. Цвет 952 и какие-то тут, не знаю, партия, наверное, 16. Здесь у меня получается цвет 933. Да, это, наверное, партия. Ну, в общем, красивые коралловые. И вот такой вот непонятный цвет. Вот вы как видите его, он такой непонятный, так он и в жизни. Вот так, на солнышке еще покажу. Он не серый, не коричневый, но к ежику точно подходит. Так, это цвет 909. Я еще думала брать 907 либо 909, но 907 был более рыжий и, в общем, остановилась на этом. Ну, ежики чаще такие серые. Я подумала, что рыжий он точно, ну, как бы не подойдет. Вот, а так должно как бы, по идее, подойти. Вот. Так, это первые моточки такие. Это для ежиков. Такие ежики у меня будут. Так, ну, здесь ничего интересного. Это Alize Cotton Gold белый у меня просто закончился. Нашла сайт, на котором множество разной пряжи. Вообще разной-разной. И вот, чтобы не покупать просто два вот таких вот моточка, потому что мне еще на собачек нужны такие были, я, ну, вот просто дополнила еще какими-то моточками, чтобы окупить, так сказать, доставку. Нака Париж. Там довольно-таки выбор есть. Ну, в общем-то, нашла такую пряжицу. Давно хочу связать мишку полярного, да? По-моему, так мастер-класс называется. Вот, но никак не могла найти белое нака, а тут вот увидела и взяла. Я даже не знаю, когда я этим буду заниматься, когда я его свяжу. Но, по крайней мере, у меня будет лежать моточек пряжи, из которого я потом свяжу. Так, этот цвет 208. Он белоснежный. Так. Потом, в общем-то, не знаю зачем, но взяла вот такую вот ниточку. Если я не ошибаюсь, это была Гималая. Ну, в общем, золотистый, как это? Люрикс, да? Люрикс, по-моему, так называется. Ну, в общем, не знаю зачем, наверное, для рога, либо для чего-то. Ну, в общем, захотелось и взяла. Может быть, что-то вышивать буду. Просто не знаю, но взяла. Также из этой же серии, не знаю зачем, но взяла, это вот такой вот моточек микровелюра. У меня есть подобные моточки, но там была толстенькая пряжа, где-то 350 метров на 100 грамм было, а это 600 грамм на 100 грамм. 600, в общем, 600 метров на 100 грамм. В общем, она такая тоненькая и, в общем,
просто захотелось посмотреть, как она выглядит. Я видела, что из подобной пряжи вяжут миниатюры. И, ну, в общем, захотелось, и я купила. Даже немножко здесь попробовала. Просто, ну, думаю, как это видно, там не видно, легко ли вязать. Взяла крючочек 1,25 и вот попробовала. Здесь 3 ряда у меня связано. Вот. В общем, такое. Попробовала, хочу потом как-нибудь какую-то маленькую игрушку попробовать связать. Но опять же, я думаю, что все равно у меня найдется время потом помимо заказов, и я что-то свяжу. Немножко мне уже поднадоедает вязать вот эти вот постоянные заказы. Что-то хочется свое. Вот, и я прям чувствую, как у меня это накапливается, и я потом, наверное, брошу все и буду вязать то, что мне хочется. Вот, но так, просто мне хочется доделать ремонт быстрее, поэтому я, ну, как сказать, есть у меня цель, и я вот, пока ее не завершу, я на свое другое не отвлекаюсь. Вот, ну, как бы ремонт и все остальное, это тоже своеобразная, как бы, цель для меня, поэтому вот. В общем, ладно, не буду жаловаться и все рассказывать, поэтому так. Проехали. И вот в этой такой маленькой закупке я еще взяла вот такую вот пряжу. Я в одном из видео вязала овечку такую петельками. И вот как-то на ютубе увидела мастер-класс, что есть пряжа Himalaya Dolphin Loop с петельками, которые можно, ну, быстрее и проще связать этих овечек. Ну, по той схеме я уже не хочу вязать, но на всякий случай взяла эту пряжу. Смотрите, здесь в 100 граммах 44 метра. И она... Вот, кстати, узелок попался, сразу видно. В общем, у нее здесь вот такие вот маленькие петельки. Вот, видите, петелька. Здесь вот еще петелька. Вот еще. И вроде как за вот эти вот промежутки вяжется... Как бы полотно вяжется, а эти петельки остаются на поверхности. Взяла на пробу 2 моточка. И, возможно, как-нибудь, не знаю когда, тоже повяжу из нее овечек. Ну, знаете, сейчас пряжа дорожает, и, в принципе, я подумала, ничего страшного, если я куплю, и она у меня будет лежать. То, знаете, ну, ничего с ней не станет. Вот. Как бы я не собираюсь, то, чтобы она там 10 лет лежала. Ближайший, ну, не будем загадывать, но в ближайший год хотелось бы повязать из нее. Вот. Ну, просто мне стало интересно, как это будет выглядеть. Потому что в интернете красивые овечки из нее получаются. Так, там еще был второй моточек вот такой вот пряжи. Из него, правда, тут осталось буквально ничего. Этот, ну так, с одной стороны намотана, а с другой уже нету. Я связала одну игрушечку, но покажу ее буквально через пару секунд, когда закончу вот этих вот малышей. Хочу показать всех сразу. Вот. Так что увидимся в следующем подключении. Я уже покажу вам готовых ежиков. Да, такая совершенно маленькая закупка у меня была, потому что мне нужны были вот именно вот эти вот пушистые моточки. Да, причем я заказывала 2 на собачек. Ну и потом, чтобы второй раз там же не заказывать, не ждать долго, я купила вот эти вот 2 на Валберис. И, в общем, только потом поняла, что мне теперь не хватает одного моточка вот такого на собачку. Ну, в общем, буду еще один моток заказывать. Ну, в общем, ладно, тоже будет чуть позже. Ну, а пока как-то так. В общем, до следующего подключения.
Ну что, снова всем привет! Смотрите, кто у меня здесь есть, такой пушистенький. Эти игрушки можно было показать еще в предыдущем видео, но так как они были не совсем готовы, то я их оставила на это видео. Да. В общем-то, смотрите, какая милота. Это вот такой вот ежик или ежиха. Я даже не знаю. Шубка, смотрите, такая вот примятая, но если вот так потелепать, то она становится равномерной. На камеру, конечно, сильнее видны всякие вот такие как бы изъяны, бороздочки между рядами, но в жизни это не так явно видно, как вот на камеру. Вот. В жизни это просто такой мягенький, пушистенький ежик. Вот. Не знаю, как показать красиво эту шерстку, точнее иголочки, да, но они мягенькие, приятные на ощупь. В общем, первый ежик у меня получился вот такой вот. Он из такого необычного цвета, потому что он был как бы пробный. На нем я пробовала первые реснички приклеить. У меня еще не было цвета такого более тельного, и я вот вязала из такого более кораллового цвета тела. Ну, в принципе, заказчице тоже понравился такой ежик. И использовала вот моточек, который у меня был. Мне не терпелось начать игрушку. И, в общем, у меня лежали ниточки на собачек, на ушки. И я один моточек использовала все-таки на ежика, не дождалась. Вот, теперь на собачку мне надо будет просто заказать еще. Ну, в принципе, что я уже и сделала. Это мастер-класс Людмилы Журавлевой. Называется ежик Пинки. Ссылочка будет под видео. Все как обычно. Кстати, при вязании ежиков я использовала несколько новых для себя, так сказать, ну, то ли инструментов, то ли как техник, да. Не знаю, в общем, как сказать, но, в общем, так. Я, в принципе, можно сказать, впервые делала игрушки с вот такими ресницами. Это второй раз, но, так сказать, более осознанно. Вот это был первый мой. Так, далее, как видите, я использовала тонировку. Я вообще не использую тонировку на игрушках, но так как попросила заказчица сделать ее, в общем-то, сделала. Так как я не пользуюсь косметикой, у меня нет никаких теней, ничего такого у меня нет, я приобрела пастель. Конечно, можно было купить какую-то маленькую, но мне понравилось, что здесь много цветов. Так, не знаю, в каком сейчас будет это состояние, потому что дочка уже брала рисовать. Я ей сказала, можешь рисовать не, но только оставь мне все розовенькие. Розовенькие оттенки хотя бы понемногу. Так, вот, смотрите, мне понравилось, что здесь было много оттенков розового. Я вот здесь немножечко использовала для тонировки. Вот. Только из-за этого брала, потому что когда там было только 12 цветов, да, маленькая пачечка, там было только 2 розовеньких. Поэтому взяла набор побольше. Он, кстати, недорого стоил, всего 300 рублей на Озоне. Вот, а здесь такие цвета. Ну, как бы уже дочка постаралась. Пришли они, кстати, целые. Все абсолютно было целое, но в процессе уже не целое. Вот, использовала такую пастель. Думала использовать сухую либо масляную, но в итоге я решила, так как я делаю это впервые, то лучше все-таки сухую. Масляную, наверное, сложновато будет потом как-то смыть и все остальное. И еще вот такой штукой пользовалась. Угу. Кто пользовался, тот, наверное, знает. Это вот такая вот пуходерка. Пошла в фикс прайс, там ничего подобного не было, и пришлось покупать именно в зоомагазине. Вот. Благо у нас в новом доме прям под нами есть зоомагазин.
Ну, я не выбирала эти ниточки, все как есть. Это я вот чесала, и там вот некоторые, так сказать, поотрывались. Наверное, которые были плохо закреплены. Она такая, как бы, как будто бы, ну, не как будто бы, а явно самодельная. На войлок переделаны эти штучки и прибиты вот к палочке. Даже такая, знаете, никто не постарался сделать ее, например, круглой. Ну, в общем, ну ничего, прям так хорошенечко начесывалась. Все ворсиночки там повытаскивались. Очень понравилось. Лучше, чем я раньше пользовалась, знаете, липучкой. Ну да, липучкой. Вот. Ну, я сначала расческой попробовала расчесать ежика, как-то оно там не все подоставалось, и вот потом такой пуходерочкой. Там были разные, ну, я вот взяла, чтобы у меня вот эти иголки были подлиннее, потому что, видите, вот эта пряжа, она такая, длинный ворс у нее. Вот, такие у меня новые приспособления для игрушек. Ну, еще клей же использовала. Тонировка, клей, пуходерка. Ну, в общем-таки, постаралась. И покажу еще. У меня всего 3 ежика. Следующий вот такой вот серенький. Здесь уже, ну, не знаю, то ли переборщила, то ли нет, но, в принципе, заказчице понравилось, что получилось, да. Такой классный ежик. Это вот вся та пряжа, которую я вам показывала буквально пару минут назад. Какая-то вот пряжа, знаете, ну, вот она вся же Ланоса Сингл, да, но она по-разному ложится, по-разному выглядит. Сейчас я вам покажу третьего ежика, вы поймете, о чем я говорю. В общем, здесь я уже выбрала цвет, тот, который нужен был. То есть этот, видите, сильно красноватый такой, а вот это то, что подходит. Это тонкий Воланс, 42 цвет. Ну, если вдруг кому-то надо будет. Вот такое чудо. Не знаю, говорила ли нет, шубка вывязывается поверх изделия. И видите, здесь уже вот так вот ничего не видно, если сравнивать с этой игрушкой. Здесь вот можно будет посмотреть, вот видите, вот эти вот ряды. Ну, в общем, вы поняли. А вот здесь вот уже вообще как бы такого нету. Ну, может, где-то там, ну, так сильно оно не проглядывается. Вот. Такой малыш. Нет, ну вы мне напишите, пожалуйста, это мальчики, девочки. Ну, мне как бы прислали фотографии, там были все с такими большими ресницами. Там еще, наверное, больше были на фотографии. Ну, я уже какие там нашла. И то думала, что слишком будут большие по сравнению с этими. Вот видите, здесь поменьше. Но заказчице больше всего понравился вот этот ежик. Так. И вот третий. Это то, о чем я говорила. Смотрите, как здесь ложится пряжа. Он как будто бы вот такой... Ну, несколько дней не мыл голову. А волосы прям вот ложатся. Волосы. Ну, волосы. Иголочки вот такие шелковистые. Видите, как... Ну, я думаю, будет видно на камеру, как они переливаются. И они более ровно ложатся, нежели вот, допустим, у этого ежика. Они просто пушистые и во все стороны. А у этого прям вот такие струящиеся. Хотя это одна и та же пряжа. И вот видите, если вот так пригладить, то прям вообще ровненько. У этого так не пригладить. Тут все равно, вон, видите, ну, как немножко кудрявенький он, что ли. А этого, если потрясешь, то все равно ровненько все ложится. Вот. Дочке моей больше всего понравился вот этот ежик. Не знаю почему. То ли из-за цвета она говорит, то ли то, что шерстка такая у него более гладкая. Вот. Ну, а заказчица вот этот серенький. Ну, они все такие прикольные. Ну, вот этот прям такой. Я думаю, его самого первого купят. Он такой яркий, классный. Вот, несмотря на то, что он другого цвета у него тело.
Здесь такие вот реснички. Мне прям нравится их вот так телепать, чтобы они были ровненькие. И, знаете, за счет того, что вот эта шерстка такая более, как сказать, шелковистая, да, то здесь кое-где можно проглядеть даже вот там тело. Ну, это, знаете, если там прям вглядываться, вот, видите. Так вот, ну, такого нету. Ну, если там покопаться, то, в принципе, можно и найти, что там тело. Ну, я думаю, у нас в голове, если покопаться, тоже можно увидеть кожу головы. Вот. Ну, у этих игрушек такого нету. Здесь прям все завязано. А еще, если очень подходит вот эта пряжа под цвет иголочек, то там вообще ничего не просмотреть. Вот. В общем, вот такие вот красавчики. Я вам, наверное, ними уже надоела, но это такая классная игрушка, новенькая. Ну, по крайней мере, для меня. Очень понравилось мне вязать их. Не могу сказать, что игрушка легкая, либо там сложная. Тело простенькое. Да, и, в принципе, все остальное. Просто что вот... В общем, тело вяжется быстро, а шерстка, грива, это все подольше, ну и оформление. Вот. Если кому-то нужно цвета пряжи, то в предыдущем видео были. Ну, в общем, я показывала моточки, и там были цвета. Какие я использовала для волос. Волос. Ну, в общем, извините, не придирайтесь. Не волос, а иголок. Ну, в общем, пряжа, она и пряжа. Вот такие вот дела. Так, сейчас я уберу эти игрушки и покажу вам еще другие, которые были у меня связаны за это время. Следующие игрушечки уже не такие новенькие. Вы их уже видели у меня на канале. Это вот такие вот львята. С вот такой шикарной гривой. Кстати, кто-то из девочек у меня спрашивал, почему у меня, ну, закручивается грива. Просто я делаю подлиннее ее, и она вот спиралькой вот так заворачивается. Вот. А если делать маленькие петельки, то просто будут петельки по голове. Вот, ну, у меня вот такие макарошки. Вот. Как обычно, один желтенький, другой более темненький. В принципе, в других цветах пока никто не заказывал. Единственное, я одному, вот, знаете, пришила немножко голову как-то не так. И он, знаете, так задирает ее. Ну, так вот на камеру не видно, а вот так, когда в руки берешь, то хочется сюда ее немножко голову повернуть. Вот, надо было на рядок ее немножко туда сдвинуть. Но я что-то проморгала этот момент. Ну, главное было симметрично. И, в общем, что-то я упустила. Повторюсь еще, не знаю, какой раз по счету. Это мастер-класс на мишку пончика. Ссылочку вам оставлю. А грива связана просто петельками по голове. Есть мастер-класс на канале «Вязаные истории». Там тоже есть лев. И я вот брала из этого мастер-класса, как связать гриву. Вот. Такие вот дела. Ну, это если кто-то захочет такого же связать. Вот такие вот львятки. Знаете, еще хочу замерить. Но это просто для себя. Так. Ну, если с гривой 24 сантиметра, да? По ушке 22. 22-24 сантиметра. Угу. Так, девочки, закончились у меня корзинки. Все заняты процессами, поэтому буду шелестеть. Итак, все, наверное, скучали по котикам. Ну,
Конечно, на других каналах я видела, что котиков вяжут, но вот у меня заказов не было. Я, кстати, знаю почему. Ну, в общем, неважно. Так, на улице немножко пасмурно, но, в принципе, смысл все равно понятен. Связала немножко котиков. Наконец-то их заказали. Это вот такой вот лавандовый. Это новый цвет, который я вот вам как-то показывала. Семечек там вязала, да. Это 15, это 55. Вроде бы. Новые цвета еще я не выучила. Это вот тоже новенький цвет. Это не мятный, который вот стандартный в Волансе. Это новый, который уже идет там 57 или 65, какой-то там. В общем, уже за 50 пошел цвет. Вот такие вот новенькие. Конечно же, 2 радужных. Без них никуда. И, кстати, у меня частенько спрашивают, где я беру вот такие вот глазки овальные. Я сначала не понимала, что у меня спрашивают, а потом, в общем, поняла. На видео, когда я показываю, почему-то всем кажется, что эти глаза какой-то там формы. Но на самом деле они там просто кругленькие, обычные. Просто когда я делаю утяжки, то получается вот такой вот эффект. Вот, так что это обычные глазки с Алиэкспресс, и вот так они утягиваются. Утяжками я делаю хорошенькую утяжку, и, в общем, они туда утопают. Глазки у меня 10 миллиметров. Мне такой эффект нравится, мне больше не надо. Ну и заказчику как бы тоже. Я думаю, если бы надо было, мне бы сказали. Больше, меньше поставить и так далее. И вот такие вот у меня расцветочки. Это стандартная. Ну, в принципе, они все стандартные мои, полосатые. Кто не помнит, самых первых котиков я вязала из софти. И у меня просто было 2 цвета пряжи, и я хотела их извязать. И поэтому они были вот такие полосатые. Но сейчас смотрю, все их вяжут полосатыми. Хотя изначально все вязали только из остатков, как у автора. Далее тоже будут котики, но немножко необычные. Вот такого вот формата. Это, ну, заказчица сказала, что это ВДВшники. Вот, не знаю, как на самом деле. Прислала фотографию, там были котики немножко по другой схеме, я так понимаю. Мордочка там была из плюша. Серые такие котики. Ну, не знаю, я искала, чья это идея. Ну, вот в Яндекс картинку убивала, но мне что-то не показали, кто это. Ну, знаете, спрашивать у заказчика, ну, у кого увидели эту картинку, там, покажите, мне тоже не хотелось. Вот такие малыши. Так, вытащила всех из пакета, чтобы не шуршать. Один еще вот такой там затесался. Желтый, солнечный. В общем-то, вот такие у меня ВДВшники. Там у мастера была вот эта штучка из фетра приклеенная. И, в общем, котик весь серенький. Ну, понятное дело, что пришлось связать по фотографии. Связала первую беретку. Она у меня получилась маловатая. Вот такая. Вот. Ну, в общем-то, как-то она не пошла, но я-то уже ее там связала, не стала ее не распускать, ничего. Думаю, пусть пригодится или будет валяться, не знаю. А потом уже связала побольше. И мне кажется, так неплохо смотрится. Особенно вот, допустим, черненький, такой вот серенький. Прям такие мальчишечьи котики получились. Вот, так что как-то так. Не знаю, вроде бы до праздника ВДВ много, но, наверное, скорее всего, это к 9 мая такие котики нужны. Вот, потому что просили отправить пораньше. Вот. Так что берите на заметку. Можно котикам какую-нибудь другую шапочку переделать, и вот будет новенькая идея для котиков. Новые игрушки со старыми дырками. Вот.
Я думаю, можно и шляпки какие-то. Вот девочки в шляпках. Ну, это уже кого какая фантазия, да. Ну, я, кстати, бы не додумалась сделать шапочку. Спасибо большое человеку, который это придумал. Вот, моей заказчице это понравилось. И появились котики. Ну, в общем, не знаю, говорить нет. Ну, это максимально популярная игрушка. Мало кто не вязал ее. Но все равно вам оставлю ссылочку на мастер-класс. Ну, в принципе, и все. Больше ничего у меня пока не связано. Точнее, связано, но не оформлено. Поэтому все остальные игрушечки вы увидите в следующем видео. А на этом я хочу закончить свой такой сумбурный вязовлог, который снимался долго, какими-то частями. Ну, потому что ежик у меня в один момент были связаны, котики в другой. И было много между этим связано разных заготовок. Я это тоже снимала, но просто другим видео. Вот. Поэтому все остальное увидите в другом видео. И надеюсь, что это будет довольно-таки быстро. Говорю вам всем огромнейшее спасибо за просмотр, за ваши комментарии, лайки. И всем пока-пока. Спасибо, что подписываетесь и смотрите. Пока.